Сталин пытался победить Гитлера и взять Берлин в считанные дни, но что-то пошло не по плану, и война с нацистами растянулась на 4 года. Досматривай этот ролик до конца и узнай то, какой же это был план и почему он не удался. Не будем терять ни секунды, погнали! Главной целью сталинского плана победы над нацистской Германией являлся превентивный удар по войскам вермахта с их дальнейшим сокрушением в сжатые сроки. Это позволило бы советскому командованию не только водрузить знамя победы над Рейхстагом, а и победить в войне с минимальными потерями. Именно этот план и использовался советским командованием как основной вплоть до лета 1941 года, когда уже стало очевидно, что план потерпел неудачу. Суть же этого плана заключалась в том, что войска Германии будут истощаться на территории Польши, Франции и Великобритании. И в этот же период советская армия будет переоснащаться и перевооружаться, потому что тогда советская армия была некачественной и низкомотивированной в результате сталинских репрессий. Ну и вот, когда советская армия станет перевооруженной и высокомотивированной, Советский Союз будет готов вступить в данный конфликт и заберет самые основные преференции от войны, потому что страны, которые будут воевать тогда, окажутся ослабленными и не будут перечить воле советской военной машины, которая будет тогда, как я уже сказал, качественной и высоко мотивированной. Этот план был шедевром сталинской мысли, и, как тогда считали многие, этот план позволил бы Советскому Союзу достичь победы, мира и процветания в кратчайшие сроки и с минимальными потерями, тем самым дав возможность СССР распространять свое влияние по миру и воплощать мечты о революции по всему свету в действительность. Но, как вы уже поняли, данным планом не суждено было сбыться. И советско-немецкая война известна нам сегодня таковой, каковой она и была в истории, а именно такой, которая растянулась на 4 года, унесла миллионы жизней, нанесла колоссальный ущерб советской экономике и позволила силам вермахта дойти на расстояние 40 километров от Москвы. И все это стало возможным благодаря просчетам Сталина и его хитрого плана, а потому данный вопрос является костью в горле для многих современных историков, которые часто имеют свои взгляды на данную ситуацию, но при этом не замечают множество нюансов. Из этого их разборы становятся довольно некорректными. Например, одни ребятки пытаются оправдать действия Сталина, но при этом не замечают того, что именно действия Сталина и привели немцев так близко к Москве. А другие же, напротив, пытаются возложить на Сталина всю вину, аргументируя это тем, что он тиран и кровавый деспот. Но при этом данные люди не замечают, что Сталин мог сказать один закон, а выполняли его на местах совершенно по-другому. И это порой даже не зависело от того, уважают ли Сталина солдаты или нет. А потому, если анализировать сталинские просчеты, то необходимо к этому подходить с умом и с большой ответственностью, учитывая при этом все точки зрения, которые нам известны. На данный момент только так мы сможем получить полную картину того, почему Сталину все же не удалось обмануть Гитлера и Советский Союз окунулся в масштабную войну. Первая причина неудачи сталинского плана заключалась в просчетах лично Сталина как верховного главнокомандующего. Да, я об этом уже уточнял в данном ролике, однако я не раскрывал сути данной ситуации, которая заключалась в том, что у Сталина действительно были планы по поводу истощения немецких войск на территории Польши, Франции или же Великобритании, ибо он тогда мог сохранить собственную армию и атаковать Третий Рейх врасплох. Этот план был действительно хорошим, он тщательно продумывался и являлся основным для советского руководства. Однако план не учитывал ряд случайностей, которые произошли и сыграли с Советским Союзом очень злую шутку. И эти случайности заключались в том, что Польша и Франция довольно быстро капитулировали. Франция та же была сокрушена за 38 дней, а ее союзник Великобритания даже помочь особо не смогла. Тем более после того, как англичан окружили под Дюнкерком, они фактически не предпринимали попыток воевать на континенте. И вот в краткие сроки с минимальными потерями Германия получила огромный кусок территорий и расширила свои экономические возможности, а также мобилизационный резерв. Ее армия не просто не уменьшилась, а даже увеличилась. А вот у Советского Союза успехов было куда меньше, чем у нацистской Германии, потому что СССР даже не завершил собственное перевооружение, на которое ему требовалось еще как минимум несколько лет. Также, совершенно недавно, войска Красной Армии понесли огромные потери в Финляндии в ходе Зимней войны, и несмотря на приобретенные территории, конфликт явно потрепал советское
государство, вследствие чего Гитлер начал задумываться тщательнее над тем, чтобы как можно скорее захватить советское государство. И Сталин это все видел и осознавал риски, которые его могут ждать в дальнейшем. И потому, когда некоторые ребята пытаются оправдать просчеты Сталина тем, что он не послушал какого-то там разведчика, который знал о начале войны, глубоко ошибаются, потому что Сталин и без этого разведчика мог знать о том, когда начнется война, ибо он сам же планировал напасть на Гитлера, воу. Но удача сложилась так, что Сталину пришлось оставить подобное занятие. Однако не только эта причина является основным ответом на главный вопрос, который задается в этом видео. Есть еще множество причин, о которых мы поговорим прямо сейчас. Вот, например, вторая причина неудачи сталинского плана заключалась в просчетах исполнения данного плана на местах. Ибо одно дело составить план, грамотно просчитав ходы и возможные риски, а другое заставить выполнить этот план его же исполнителей. И вот горе-исполнителей по всему Советскому Союзу было много, а Сталин, как верховный главнокомандующий, был один и не в состоянии разделиться надвое для лучшего контроля. Сталина все боялись за репрессии, и часто в отчетах для него завышали реальные показатели советской армии. Оценивать обстановку в такой ситуации было проблематично, а устранять проблемы невозможно. Тем более тогда, когда никто не жаловался, а на бумажках красовались идеальные цифры. А потому организация советской армии знатно хромала, что в дальнейшем и дало свой результат в ходе массового отступления Красной армии вплоть до Москвы. И ответственность за это лежит не только на плечах Сталина, как думают многие, а и на малодушных чиновниках, которые безответственно повели себя в ответственный для страны момент. Третья же причина заключалась в предпосылках прошлого, которые следовали еще задолго до сталинского плана победы. Ведь если рассматривать глубже такую страну, как Советский Союз, то можно заметить то, что подобная страна в то время не обладала сильными козырями для политической игры. Ведь СССР имел недовольное население, был изолирован от всего мира, не имел достаточно заводов, а значит и возможности создавать современную технику для армии. И все это ставило в тупик советское руководство, не позволяя ему совершать политических маневров. Также репрессии Сталина, о которых я многократно упоминал в этом ролике, забрали многие кадры военного искусства на тот свет, что не только понизило доверие солдат к руководству, а и сильнее ослабило Красную армию. Многие современники того времени ожидали развал СССР в 1936 году, либо в 1939. Мало кто видел хоть какую-то надежду для сохранения советского государства. И лишь война с нацистской Германией позволила объединить разобщенные массы в Советском Союзе и исправить те самые ошибки, что мешали победить. Конечно, втягивание СССР в военные конфликты без должной промышленности можно считать просчетом Сталина. Однако данная ситуация сложилась не из-за него, а чисто исторически. В этом вопросе Сталин скорее наоборот пытался все исправить как можно скорее. Он не жалел тратить на это средств. По всему Советскому Союзу проводилась принудительная конфискация имущества у крестьян. Это являлось частью программы, которая позволила быстро отыскать средства для постройки новых заводов в сжатые сроки. И хоть действия Сталина позволили сократить то самое отставание в технологиях и улучшить боеспособность армии, это все равно не позволяло создавать идеальные предпосылки для плана победы, что и было доказано летом 1941 года, ибо времени для перемен требовалось куда больше, и напади Гитлер на Советский Союз на год позже, то возможно мы бы увидели удачу сталинского плана победы. Однако думать про это мы не будем и перейдем к следующей причине провала. Она заключалась в том, что и в рядах нацистов сидели не глупые люди. Германия, например, прекрасно осознавала риски, которые несет СССР, а Гитлер еще до начала своего правления обозначил коммунистов в качестве главных врагов. Немецкие разведчики хорошо знали то, что творится в Советском Союзе, и запросто могли раскрыть планы Сталина путем логической последовательности. Потому руководство Третьего рейха смогло грамотно рассчитать ходы советского государства. Немцы больше опирались не на политику и какие-то там хитрые планы, как СССР, а на силу собственных войск. Потому Гитлер смело диктовал свои условия, а Сталину пришлось лишь ждать, пока Германия допустит ошибку. Конечно, со временем вермахт допустит ту самую ошибку, а Сталин ею воспользуется. Но до начала войны именно упор на дипломатию вместо армии для Советского Союза внесет свой вклад в провал плана победы и создаст ту историю, которую мы знаем сегодня. А потому сталинский план победы над нацистской Германией и с дальнейшим взятием Берлина в одно мгновение не является выдумкой, как думают многие, а вполне реальным желанием Советского Союза сократить потери собственного населения. Планирование
планировалось нанести фатальное поражение гитлеровскому режиму в сжатые сроки, а также одержать победу при помощи силы интриг, а не оружия. Благородная, как казалось тогда, задумка обернулась для Советского Союза катастрофой с колоссальными потерями, оставившей свой след и по сегодняшний день. Но пока я просто скажу спасибо за то, что досмотрел этот выпуск до конца, и до новых встреч.